Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Сегодня я вам покажу очень мощную сборку ПК всего за 2000 рублей, а также я быстренько продемонстрирую вам, как собрать компьютер самому, чтобы не переплачивать за сборку магазинам. Ну и в конце видео мы посмотрим, на что будет способен такой бомж ПК в играх. А перед тем, как мы перейдем к сборке нашего ПК за 2К, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы точно не пропустить следующую топовую сборочку. И первым делом я хочу вам показать материнскую плату для нашего игрового ПК. Это ASRock P4i45E, которая пережила уже не один мировой кризис и до сих пор готова отрисовывать нам красивый FPS. Материнская плата основана на 478 сокете и поддерживает процессоры Intel Prescott с частотой FSB равной 800 МГц. Также у этой платы имеется два слота под оперативную память DDR1 и разъем AGP для видеокарты, в который мы вставим лучшую видюху для нашего ПК за 2К. Ну а перед тем, как мы перейдем к стоимости материнской платы, хотелось бы немного рассказать про процессор, так как его сейчас очень легко купить комплектом с материнкой и охладом. В этой сборке будет стоять очень мощный Pentium 4 с частотой 2,66 ГГц и 1 МБ кэша L2. Сделан он был по самому крутому на то время техпроцессу 90 нанометров и имеет на борту всего одно ядро. Но для нашего бомж-ПК это не проблема, ведь наша главная цель собрать игровой компьютер, чтобы можно было во что-то поиграть. А насколько будет играбельный FPS, вы можете оценить сами. Охлаждение на этот процессор я решил приколхозить с современной платформы AM3 и накинуть обычный кулер сверху, так как продаван мне не продал охлад вместе с материнской платой и процессором. А искать рабочий кулер под 478 сокет желания у меня особо нету. Ну и теперь давайте поговорим о цене. Такой комплект сейчас в среднем стоит 500 рублей, и так как все это очень старое железо, можно попробовать поискать материнку получше, чем выбрал я. Главное очень тщательно осматривать кондеры при покупке, так как они легко уже могли потечь. Также я прогулялся на помойку и нашел крутую аудиокарту тех лет, которая позволит играть на аудиосистеме 5.1. Но я не буду включать это в сборку, так как в материнке есть встроенный звук. И пришло наконец-то время подобрать оперативную память в нашу сборку. Наша материнская плата работает с памятью DDR1, и за большой объем такой памяти нам придется отдать немалые деньги, потому что плашек с большим объемом не так много на рынке. Ну и я решил особо не париться и взять 1 гиговую плашку за 300 рублей, чтобы в будущем можно было сделать апгрейд и поставить вторую. За одну планку на 2 гигабайта придется выложить уже почти косарь, а это сумасшедшие деньги для нашего бомж-ПК. Но вы также можете взять две планки по 512 мегабайт и сэкономить около 50 рублей. И пришло время подобрать видеокарту на старом слоте AGP. И первым делом лучше прогуляться на ближайшую барахолку и попытаться у них выцепить за сущие копейки парочку видеокарт GeForce 2 MX. Ну или пойти на Авито и взять такую за 300 рублей. А я же нашел две почти одинаковые видеокарты на местной свалке. Одна из них MX400, а вторая MX440. В целом разницы в производительности особо не будет, так как у обоих видюх стоит по 64 мегабайта видеопамяти. Но версия с кулером от Inno3D оказалась рабочей, а более старшая MX440 отошла уже на тот свет. Так что все тесты будем проводить именно с MX400. Но если вы найдете по адекватной цене MX440, то лучше взять ее. А запитывать нашу сборку мы будем полумертвым блоком питания на 400 Вт. Найти такой на Авито можно за 400 рублей, и в целом его нам с головой хватит. Ну а у моего экземпляра кто-то стырил кулер, и теперь он работает на пассивном охлаждении. Соберемся мы в обычном корпусе с Авито, который я советую всем к покупке в дешевых сборках. Обойдется такое добро нам в 500 рублей, но можно поискать и дешевле. И давайте наконец-то приступим к сборке. Первым делом вставляем наш блок питания и прикручиваем его на 4 болтика. Затем устанавливаем материнскую плату и прикручиваем ее болтиками во все дырки, в которые только можно что-то закрутить. После этого вставляем оперативную память, ориентируясь по вырезу на планке и на материнской плате. Немного придавливаем ее, чтобы защелкнулись крепления. Затем берем и аккуратно вставляем видеокарту на свое место. Ну и последним этапом нам надо будет нанести термопасту и установить охлад,
И вот тут у меня начались проблемы, так как кондеры мешали поставить мне родной охлад. Но недолго думая, я нашел родной кусок радиатора от 478 сокета и просто приколхозил его на процессор. Главное, не повторяйте это в домашних условиях, чтобы ваш кусок охлада не упал на видеокарту. Затем подключаем провод питания материнской платы, и в идеале нужно подключить питание процессора. Но наша материнская плата еще его не поддерживала. Как видите, ничего сложного в сборке ПК своими руками нету. Главное, никуда не спешить и делать все аккуратно. Теперь пробуем включить наш игровой ПК за 2000 рублей. И произошло чудо, он включился. Но картинки на мониторе не было, поэтому за кадром я поменял видеокарту. И при старте нас сразу встречает надпись 1996 года от компании Nvidia. В BIOS можно заметить, что материнская плата была выпущена 31 мая 2004 года, и что наша оперативная память определилась как 1 гигабайт. А температура процессора с таким колхозным охладом явно выше нормальной. С родной системой охлаждения она была бы до 40 градусов в простое. Ну и давайте перейдем к тестам в играх. Первой игрой на тесте у нас будет первая часть Call of Duty. Это, конечно, не Warzone, но погамать тоже можно. Тут мы получаем около 35 кадров в среднем, а иногда FPS дорастает и до 50 кадров. Во второй Call of Duty мы получаем неиграбельные 10 FPS, так что смело удаляем это неоптимизированное творение и переходим к CS Source, в которую можно побегать в 15 кадрах, что в целом неплохо. Правда, стрелять сложновато, но у нас же сборка ПК всего за 2К, да еще и в 2020 году, так что и с таким FPS можно поиграть. Пройти одиночку в первом Far Cry можно будет примерно в 20 кадрах, а в GTA 3 можно будет поездить на 15 кадрах. Но лучше в нее вообще поиграть на телефоне. А вот GTA San Andreas приятно удивила и показала около 20 кадров в среднем. С таким FPS можно и в мультиплеер поиграть. В Minecraft на такой сборке сможет поиграть только совсем маленький ребенок, так как в 10 кадрах можно только ловить фризы. А вот Underground 2 можно будет пройти в достойных 30 кадрах. Ну и конечно же можно будет пройти Elder Scrolls Morrowind на почти комфортном FPS. Так что вот такую вот производительность мы получим в нашей сборке ПК за 2000 рублей. А вы обязательно напишите в комментариях, собрали бы вы себе такой компьютер или насобирали бы 20 тысяч рублей на более адекватную сборку, которую, кстати, вы уже можете посмотреть на моем канале. Также хочу напомнить, что вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос по сборке ПК в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Надеюсь, вам понравилась эта сборочка, но я бы никому не советовал ее собирать, так как это железо уже отжило свое, и собирать такое можно только ради ностальгии по былым временам. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!